Привет! Сегодня мы создадим вот такой анимированный бэкграунд, всего из одной линии. Выглядит стильно, делается просто. Поехали! А если тебе лень повторять, не проблема. Готовый рендер и файл проекта уже ждут тебя в моем телеграм-канале. Ссылка в описании, залетай. Переходим в After Effects, создаем новую композицию 1920 на 1080, 30 кадров в секунду, 10 секунд. Назовем ее Main. Для начала нарисуем линию, для этого выберем инструмент Pen Tool, отдалим немного наш экран и нарисуем вот такую линию. В настройках линии отключим заливку, выберем вот этот первый квадратик и включим обводку. Смотрите, чтобы вот этот второй квадратик был активирован. Далее зададим цвет, например, пусть будет вот такой. И толщину линии оставим 4 пикселя. Далее перейдем в настройки линии, добавим модификатор Repeater, раскроем его свойства и в параметре копии поставим, пусть будет 60. Далее сворачиваем, создаем новый Solid слой, New Solid, назовем его BG, цвет поставим темно-синий. Окей. И поместим его под нашу линию. Я увеличу наше окно просмотра. Далее выберем нашу линию. Давайте переименуем ее. Для этого я выберу слой и нажму кнопку Enter. Назову ее линия. Применим на нее эффект Turbulent Displays. Для того, чтобы применять эффекты на слои, я использую FX Console. Это сторонний плагин от Video Copilot. Вот такая панелька вызывается горячими клавишами Ctrl-пробел. Всем советую использовать ее в своей работе. Она значительно сокращает время на применение эффектов. Как установить и использовать этот плагин, посмотрите видео на моем канале. Я делал на него подробный обзор. Итак, применим эффект Turbulent Displays. Вот мы видим, он появился в окне Effect Controls. Если у вас отсутствует это окно, посмотрите, чтобы оно было включено во вкладке Window, перейдите и вот здесь найдите, чтобы стояла галочка напротив Effect Controls. Также оно может находиться у вас в другом месте, например в правой панели, но я переместил его сюда, в левую часть экрана, в окно панели Project. Зададим следующие значения. Amount поставим 100, Size 210. Далее снова выберем наш слой и применим следующий эффект Drop Shadow. Он позволяет наложить тень на наш объект. Зададим следующие параметры. Дистанция 15 и мягкость 15. Цвет также поставим. Я выберу пипеткой и сделаю его немного светлее. Наверное, вот так. Окей. Следующий эффект, который нам понадобится, называется CC Light Burst. Он задает вот такое размытие для наших линий. Здесь поставим следующие значения. Интенсивность 300, длина лучей 20 и режим Straight. Сейчас мы видим, что у нас отсутствует какая-либо анимация. Для того, чтобы нам заанимировать наш фон, перейдем в эффект Turbulence Displays и проанимируем параметр Evolution. Для этого зажатой кнопкой Alt кликнем по часикам. Откроется вот такое окно для выражений. Пропишем здесь выражение Time умноженное на 20. Если задать значение выше, то соответственно анимация будет быстрее. Если значение ниже, то анимация будет медленнее. И посмотрим, что у нас получится. Я понижу качество, чтобы не грузить систему. Вот такую анимацию мы получаем. Далее давайте еще применим один эффект. Называется он Glow. Также вызовем FX Console и напишем Glow. Значение оставим по умолчанию. Я перейду в настройки нашей линии и задам цвет немного темнее. Окей. Также я перейду в настройки Solid слоя. Для этого я выберу Solid слой и перейду в вкладку Layer, Solid Setting и задам здесь фон чуточку светлее. Окей. Давайте немного улучшим нашу анимацию. Для этого я создам Adjustment Layer, New Adjustment Layer
Это специальный слой, на который можно применять эффекты, и они будут влиять на все слои, которые находятся под ним. Сам по себе он ничего не показывает, он пустой, но служит как фильтр для ниже лежащих слоев. Он удобен для цветокоррекции, для того, чтобы применять на него различные эффекты блюр и так далее. Мы применим на него эффект Gaussian Blur. Значение зададим 25. Мы видим, как у нашего фона появилось вот такое размытие. Я хочу сделать так, чтобы это размытие было только по краям нашей композиции. Для этого я создам маску. Выберу наш слой, выберу инструмент Pen Tool и нарисую маску. Нарисую я ее в виде вот таких ломаных линий, чтобы она выглядела немного нестандартно. Подкорректируем. И сейчас мы видим, что наше размытие находится внутри этой маски, а снаружи этого размытия нету. Для того, чтобы это исправить, мы выберем наш слой. Давайте его переименуем. Я советую сразу задавать названия слоям, чтобы потом не путаться в них. Когда их мало, путаницы может не возникнуть, но когда этих слоев будет несколько десятков, вы обязательно запутаетесь в них. Поэтому я советую сразу давать название. Назовем Blur. Перейдем в настройки слоя и найдем здесь настройки маски. Изменить данный параметр мы можем двумя способами. Во-первых, мы можем выбрать метод наложения, выбрать Subtract, либо поставить галочку Inverted, то есть инвертировать. Таким образом, если мы приблизим, я увеличу качество, мы увидим, что снаружи маски у нас есть размытие, внутри маски этого размытия нет. Но мы наблюдаем вот такую резкую границу перехода. Чтобы сделать эту границу плавнее, откроем настройки маски и в параметре Feather увеличим это значение. Этот параметр задает размытие этой границы. Я поставлю значение 250. Теперь, если отключу этот слой, то мы видим, как выключается наш блюр по краям. Также я хочу изменить расстояние между нашими линиями, немного сократить его, сделать более плотный рисунок. Для этого выберем нашу линию и перейдем в настройки масштаба. Горячая клавиша S масштаб и уменьшим наш масштаб. Давайте поставим значение 80, 85. Мы видим, нам этого не хватает, и у нас появляются вот такие артефакты здесь. Не хватает длины линии. Мы можем выбрать нашу линию и увеличить ее длину. Таким образом мы избавились от этого. Давайте посмотрим, как выглядит наша анимация. Вот такой анимированный фон мы сделали буквально за несколько минут. Давайте добавим еще один эффект. Я добавлю еще один корректирующий слой. New Adjustment Layer. Назову его Noise. И применю на него эффект Noise. Шум. Задам значение 10. Вот мы видим, появился такой шум на нашем изображении. Я отключу галочку цветной шум. Мы видим, он стал чуть сильнее. Я немного убавлю значение до 7. Вот такую анимацию получаем. Вы можете экспериментировать с цветами. То есть для этого нам необходимо поменять цвет фона. Выберем наш Solid слой, перейдем в Layer, Solid Setting. И зададим, например, давайте зеленый. Также темно-зеленый оставим. Окей. Переходим в настройки линии, задаем цвет тени. Также уводим зеленый цвет. Сделаем немного темнее ее. И поменяем цвет самой линии. Тоже уведем ее в зеленый. Вот наш фон стал уже зеленым. На этом все. Если было полезно, ставь лайк, подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А если хочешь больше таких анимаций и доступ к проектным файлам, все есть в Telegram, ссылка в описании. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.